Что происходит, когда профессиональные отношения между музыкальной группой и их поклонниками перерастают в самую мощную социальную и культурную силу на планете? В индустрии K-pop фанаты всегда были движущей силой. Но то, что произошло между южнокорейской группой BTS и их фандомом ARMY, выходит далеко за рамки обычной музыкальной индустрии. Это не просто история успеха. Это история беспрецедентного доверия, соавторства и глобального движения, которое изменило правила игры в мировом шоу-бизнесе. Сегодня мы подробно разберем, как именно строятся взаимоотношения BTS со своими поклонниками. Почему ARMY готовы двигать горы, скупать стадионы за считанные минуты и переводить миллионы долларов на благотворительность? Как 7 парней из маленького, почти обанкротившегося агентства смогли построить империю, основанную на искренности? И почему слово «фанат» в контексте ARMY больше не означает просто «слушатель»? Приготовьтесь, это будет глубокое погружение в феномен, который изучают современные социологи по всему миру. Чтобы понять глубину этой связи, нам нужно вернуться в самый начальный этап их пути. Сегодня Big Hit — это огромная корпорация Hype, но на старте это было крошечное агентство с огромными долгами. У BTS не было денег на масштабную рекламу на телевидении. Крупные телеканалы Южной Кореи часто вырезали их выступления из эфиров, отдавая приоритет артистам из гигантских продюсерских центров. В этих условиях у группы остался единственный путь – интернет. BTS начали вести социальные сети и выкладывать короткие видеоблоги на YouTube, когда это еще не было мейнстримом для K-pop-айдолов. Они показывали свои страхи, усталость, глупые шутки и сложный процесс создания музыки без капли глянца. Именно тогда фандом получил свое официальное имя – ARMY. Концепция изначально предполагала, что артисты и поклонники защищают друг друга от социальных стереотипов и давления на молодежь. Поклонники, пришедшие в те годы, видели, как тяжело парням. Они чувствовали себя не просто потребителями контента, а защитниками молодых артистов. Возникло редкое для шоу-бизнеса чувство, что если они не помогут группе, то их никто не спасет. Так зародилась культура невероятной мобилизации фандома, где каждый чувствовал свою личную ответственность за успех коллектива. Большинство поп-звезд поют о любви, расставаниях или вечеринках. BTS пошли по другому пути. Они начали говорить со своими фанатами о ментальном здоровье, депрессии, давлении системы образования, классовом неравенстве и потере ориентиров в жизни. В их репертуаре появились глубокие метафорические треки, рассказывающие об одиночестве через образ кита, который поет на слишком высокой частоте и которого никто не слышит. Для миллионов подростков и молодых людей по всему миру BTS стали теми, кто наконец-то услышал их собственную скрытую частоту. Взаимодействие группы и ARMY уникально тем, что это двусторонний терапевтический процесс. Лидер группы неоднократно говорил на трансляциях, что просит фанатов использовать его и музыку коллектива, чтобы научиться любить себя, ведь именно поклонники научили этой любви самих артистов. Это поразительный уровень уязвимости. Лидер группы, мировая звезда, открыто признается миллионам, что он также слаб, также ищет ответы на сложные жизненные вопросы, как и любой подросток, сидящий перед экраном телефона в своей комнате. Когда артист настолько обнажает душу, фанат перестает быть просто покупателем дисков. Музыка BTS стала безопасным пространством. Проекты альбомов буквально спасали жизни, а фанаты по сей день делятся историями о том, как строчки из песен удерживали их от роковых шагов. BTS не просто развлекают, они исцеляют, и ARMY платят за это абсолютной преданностью. В кей-поп-индустрии долгое время существовал культ недосягаемости артиста. Айдолы казались идеальными существами из другого мира, к которым невозможно прикоснуться. BTS полностью разрушили эту стену. Их взаимодействие с фанатами через специализированные платформы напоминает групповой чат со старыми друзьями. Мемберы могут зайти в приложение в 3 часа ночи, чтобы ответить на пост фаната, который переживает из-за экзаменов, или искренне посмеяться над мемом, который ARMY создали про них самих. Участники могут предложить фанатам поиграть вместе в онлайн-игру или поспорить в комментариях о том, как правильно готовить любимое блюдо. Особое место занимают прямые трансляции, где полностью отсутствует сценарий. Мемберы могут просто сидеть и чистить мандарины в течение часа, разговаривая обо всем на свете, от экзистенциального кризиса до того, какую зубную пасту они недавно купили. ARMY видят их домашними, уставшими, смешными, опухшими после сна. Эта демистификация звездного статуса создает иллюзию подлинной близости. Фанаты знают привычки артистов, их любимую еду, их мелкие страхи. Это общение на равных, где стирается статус суперзвезд и создается ощущение большой многомиллионной семьи.
Но не стоит думать, что это взаимодействие ограничивается только милыми разговорами в интернете. BTS вдохновили своих поклонников стать организованной силой, способной менять физический мир. Направление этой энергии задали сами артисты через масштабные глобальные кампании совместно с международными организациями по защите детей от насилия. В ответ на это внутри фандома возникли собственные независимые волонтерские группы, которые каждый месяц организуют микропожертвования по всему миру. Они строят колодцы в засушливых регионах, закупают медицинское оборудование, помогают беженцам и сажают леса от имени BTS. Когда группа пожертвовала $1 миллион крупному социальному движению, ARMY запустили мгновенную акцию по всему миру с призывом повторить этот жест. Меньше чем за сутки обычные люди собрали еще $1 миллион, цент за центом. Фандом BTS функционирует как эффективное государство без четких границ. Здесь есть свои переводчики, которые за минуты переводят корейский контент на десятки языков, свои юристы, защищающие права группы, свои аналитики, рассчитывающие стратегии для стриминга, чтобы вывести песни в топ мировых чартов. BTS дают фанатам вдохновение, а фанаты возвращают эту энергию в мир в виде масштабных добрых дел, доказывая, что увлечение музыкой может быть созидательным. Высшая точка взаимодействия BTS и их фанатов — это живые концерты. Это не просто развлекательное шоу, это синергия, похожая на глубокий эмоциональный опыт для обеих сторон. Центральным символом этой связи стал фиолетовый цвет, когда один из участников группы объяснил фанатам, что фиолетовый — это последний цвет радуги, а значит, артисты будут доверять и любить своих поклонников очень долго. С тех пор этот цвет стал официальным символом фандома, а мировые достопримечательности и целые города окрашиваются в фиолетовый, когда туда приезжает группа. На концертах существует традиция синхронного скандирования имен участников и ключевых строчек во время песен. Это создает ощущение, что фанаты – полноценные участники выступления, дополнительный музыкальный инструмент. Бывают моменты, когда BTS полностью выключают свои микрофоны, и огромный стадион поет за них. Участники признаются, что на сцене они чувствуют, будто заряжают батарею, которая питает миллионы людей. Но в то же время сами фанаты являются той самой розеткой, из которой артисты берут эту энергию. Это абсолютный симбиоз. Музыканты выкладываются физически до изнеможения, стирая колени в кровь на сложных хореографиях, а фанаты отдают свои голоса и чистые эмоции. Взаимодействие BTS с ARMY — это феномен, который заставил весь мир переосмыслить понятие поп-культуры. Это история о том, как искренность победила холодный коммерческий расчет индустрии. BTS никогда не относились к своим фанатам как к кошелькам или простому инструменту для достижения верхних строчек хит-парадов. Они делят с ними свои триумфы, свои падения, свои слезы и свою юность. Они делят с ними свои триумфы, свои падения, свои слезы и свою юность. Даже во время длительных перерывов или выполнения государственных обязанностей эта связь не прерывается. Артисты оставляют фанатам огромные объемы заранее записанного контента, песен и писем, а ARMY, в свою очередь, продолжают продвигать их творчество, терпеливо ожидая новых встреч. Это вечный круг преданности. BTS создали ARMY, но и ARMY создали BTS. Они выросли вместе. И даже когда музыка стихнет, а стадионные огни погаснут, этот культурный след останется навсегда. Потому что дружба, рожденная в борьбе за выживание и скрепленная миллионами исцеленных сердец, не исчезает. Что для вас значит феномен этой связи? Делитесь своими историями в комментариях, ведь каждый голос важен. Не забудьте поддержать это видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые глубокие разборы музыкальной индустрии.